Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить легендарный миндальный торт из IKEA. Нежные воздушные миндальные коржи и вкусный заварной крем. Этот торт никого не оставит равнодушным. Для коржей нам понадобится 3 белка. Я отделяю белок над отдельной емкостью и уже потом перекладываю его в чашу для взбивания. Чтобы результат порадовал, чаша должна быть хорошо обезжирена. К белкам не должно попасть ни грамма желтка. Желтки сохраняем, они пригодятся для крема. К белкам добавляем 30 грамм измельченного в пудру эритрита, обязательно именно в пудру. 30 грамм натурального сиропа или меда, у меня это сироп цикория. Можно взять только эритрит или только сироп, главное, суммарно должно получиться 60 грамм. И для максимальной стабильности белков добавляем полграмма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент очень помогает нам в ПП-рецептах. Подробный пост о нем вы можете найти у меня в Instagram. Взбиваем белки до состояния пышной белой массы. Как только белки станут неподвижными при повороте чаши, значит пора останавливать взбивание. Не перевзбейте. Если белки будут слишком плотными, в них трудно будет хорошо вмешать муку, и при выпечке коржи могут опасть или выделить жидкость. С помощью сита частями просеиваем в тесто 65 грамм миндальной муки. Каждый раз аккуратно промешиваем. В это время уже включаем духовку разогреваться. Выпекать я буду на противне, застеленным силиконовым ковриком. С этими коржами покрытие обязательно должно быть антипригарное. Выкладываю половину теста в кондитерское кольцо диаметром 16 см. Распределяю лопаткой. Переставляю кольцо на свободное место. Выкладываю в него оставшееся тесто. Также аккуратно распределяю. Конечно, тут можно обойтись и без кольца, но с ним проще придать коржам нужную форму. Отправляю коржи выпекаться в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку на 20 минут. Примерно через 12 минут я переворачиваю противень другой стороной, чтобы коржи пропеклись равномерно. Коржи испеклись. От силиконового коврика они отходят довольно легко. Сначала в процессе выпечки они сильно поднимаются, потом садятся и получаются вот такие довольно тонкие коржи средней мягкости. Для крема нам понадобится 250 грамм кокосового молока. Можно использовать и коровье. Небольшую часть молока переливаем к желткам, а остальное отправляем нагреваться, но не кипятим. Желтки с молоком перемешиваем венчиком. И тщательно помешивая, вливаем в горячее молоко. Увариваем эту смесь на слабом огне при постоянном активном помешивании. В идеале заварной крем нужно варить с термометром и, контролируя температуру, довести его до 82-84 градусов Цельсия. Но если термометра нет, то визуально пузырьков на поверхности станет меньше, а крем совсем немного загустеет. При появлении этих признаков готовности сразу снимите сотейник с огня. И продолжайте помешивать еще 1-2 минуты. Сразу в горячий крем добавляем 3 грамма желатина, заранее замоченного в 18 граммах воды. Тщательно размешиваем до полного растворения. Такое небольшое количество желатина позволит нам сделать крем стабильным без высокого содержания жиров, но при этом не сделает текстуру крема желейной, он останется мягким. Сюда же добавляем 25 грамм масла ги. Вместо него можно использовать кокосовое. И подсластитель. Размешиваем. Масло растает и хорошо соединится, пока крем теплый. 20 грамм арахисовой пасты. Можно взять любую другую ореховую пасту, например, ту же миндальную. Также размешиваем. И крем полностью готов. Оставляем его остывать, а пока подготовим форму для сборки. Очень удобно взять разъемную форму диаметром чуть больше 16 см, так как коржи немного увеличились в диаметре. Но если ее нет, то можно подрезать коржи до 16 см. Оборачиваем форму пищевой пленкой, это будет дно. Бортики прокладываем ацетатной лентой для удобства извлечения. Выкладываем первый корж. Прежде чем заливать крем, убедитесь, что пленка хорошо прилегает к форме, чтобы крем нигде не вытек. Выливаем половину крема.
Кстати, еще у меня есть лайфхак на тот случай, если крем жидкий и вы волнуетесь, что он вытечет. Перед заливанием крема поставьте форму с коржом в морозилку на 10 минут. При соприкосновении с ледяной формой крем сразу начнет застывать и точно никуда не вытечет. Выкладываем второй корж и второй слой крема. Выравниваем. В холодильнике загустеет масло, желатин и арахисовая паста. Все это понемногу добавит нашему торту устойчивости. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку сверху и снизу. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Получился ровный, аккуратный торт, который осталось только декорировать миндальными лепестками. Их я немного запекла в духовке до вот такого легкого карамельного оттенка. Смотрите, не передержите, сгорают они просто за минуту. Покрываем верхушку и бока торта. Крем мягкий, и если слегка прижать лепестки рукой, они на нем прекрасно держатся. Вот такой простой и очаровательный тортик получился. Он невероятно красив в своей простоте. Торт, декорированный миндальными лепестками, всегда выглядит дорого и изысканно. Давайте его разрежем. Очень мягкий и нежный, это чувствуется даже при разрезании. Получилось нереально вкусно. Миндальный кокосовый вкус, нежность заварного крема и сливочный вкус масла ги соединились в этом торте очень гармонично. За счет воздушных коржей на миндальной муке тортик просто тает во рту. Потрясающе, что он подходит всем, кто не употребляет лактозу, глютен или придерживается низкоуглеводной или кето-диеты. По весу он чуть больше оригинала, а по себестоимости, конечно, в разы дешевле. А уж польза точно несопоставима. Кстати, этот торт прекрасно переносит заморозку. Даже становится еще нежнее, так что вы можете приготовить его впрок. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!